Идеальный ребенок. Какой он? Этот малыш мечты для всех родителей. Вопрос кажется смешным, но ведь задуматься об этом полезно. Попробуйте выбрать из основных 10 человеческих качеств те 5, которые вы хотели бы видеть в своем ребенке. Вы найдете их в описании. А если бы вам предложили выбрать для вашего малыша лишь одно качество? Природа уже выбрала за нас. Как вы думаете, какое идеальное качество дарит природа при рождении каждому из нас? Любознательность. Это тот самый невидимый моторчик, который подталкивает на познание и, конечно, обучение. Хочу подчеркнуть очень важное утверждение. Ребенок рождается с тягой к обучению. Ребенок с рождения любит и очень хочет учиться. Скажете парадокс? Да, ведь мы считаем, что внешняя среда принуждает нас учиться ходить, разговаривать, а потом взрослые подталкивают малышей к занятиям. На самом деле тяга к познанию, как рефлекс, включается в первые секунды жизни. Внимание! Обучение приносит радость. Это важное утверждение обосновано современными исследованиями. В центре удовольствия мозга есть особая структура, своего рода центр новизны. Он активируется под воздействием новых стимулов. Затем высвобождается дофамин. Вы знаете, что это биологически активное вещество, которое производится эндокринными клетками головного мозга. Когда оно выбрасывается в кровь, человек испытывает прилив радости и побуждается к повторению того действия, на которое среагировал. Именно так мозг подталкивает к изучению нового, и эти процессы делают нас счастливыми. Дорогие взрослые, помните, природа позаботилась о вашем ребенке и о вас, как о родителях. Ребенок учится новому с удовольствием. Но на этом пути есть 2 засады. Принуждение мешает обучению. Вот парадокс. Конечно, еще какой. Мы же из практики знаем, как часто для нас учеба похожа на пытку. Давайте подумаем, почему? Классический подход к обучению основан на дисциплине. Педагоги призывают родителей учить детей быть внимательными, послушными, усидчивыми. Но знание, как мы теперь уже знаем, это перестройка нейронных связей в мозгу. Так может ли послушное поведение ребенка на занятии активизировать эти процессы в его голове? Конечно, нет. Все просто. Дисциплина нужна, но для организации процесса обучения. То есть, например, занятия желательно проводить в одно и то же время. Что и как будет делать малыш, он должен знать, тогда вам не придется его уговаривать. А что нужно для обучения? Мотивация. Ребенку должно быть интересно, тогда он будет учиться сам. Любопытство, то есть любознательность, самый мощный природный двигатель познания. Поэтому надо стараться организовывать занятия с ребенком так, чтобы это было самообучение, но под вашим чутким руководством. Пожалуйста, задавайте себе вопрос, как привлечь ребенка к обучению в день рождения малыша. И чуть-чуть по-другому. Например, как сохранить природную любознательность моего малыша, чтобы он чувствовал радость от обучения новому всю свою жизнь. Помните, я чуть выше говорила про 2 засады на этом пути. Одну разобрали. Дисциплина на занятиях отнюдь не гарантирует успешность в учебе. Теперь о втором препятствии. Скорость строительства нейронных связей снижается год от года, как ящички в комоде. Постепенно закрываются один за другим возможности легкого восприятия новой информации, уступая место напряженному труду, зубрежке из-под палки. Быстрое развитие мозга начинается даже еще до рождения. Уже 80% своего размера мозг достигает к возрасту 3 лет. Вот вам и парадокс. Мозг лучше всего развивается в возрасте, когда большинство родителей боятся утомить ребенка обучением, а педагоги еще и не подступали к своим занятиям. Именно поэтому раннее развитие в 21 веке – гарантия будущей успешности человека. Только надо делать это аккуратно и без насилия. Подытожим.
Развивайте мозг и поощряйте любознательность ребенка с первых дней жизни. Не нужно стремиться к тому, чтобы ваш ребенок был идеальный. Пусть он лучше познает мир и чувствует себя счастливым.